Путешествие киномана. Выпуск 26. Мультфильм «Федорино горе». Подкаст-версия. Год выпуска 1974. Длительность 9 минут. Режиссер Наталья Червинская. Сценарий Наталья Червинская, Корней Чуковский. Студия Союзмультфильм. Кинопоиск 7,3. 74 год в истории. 10 марта филиппинским властям сдался последний солдат японской императорской армии Хиро Онода. 12 февраля советская автоматическая межпланетная станция Марс-5 выведена на орбиту вокруг Марса. В США выпускается книга, состоящая исключительно из чистых страниц, книга «Ничто» The Nothing Book. Выходит в кинопрокат СССР кинофильм «Свой среди чужих», «Чужой среди своих Истерн», дебютная работа в полном метре режиссера Никиты Михалкова. 28 ноября Джон Леннон в последний раз вышел на сцену во время концерта Элтона Джона в Мэдисон Сквер Гарден. 2 октября ядерный взрыв «Кристалл» в Якутии мощностью 1,7 килотонны. Стадия 1. Обыденность. Сетап. В доме нет еды. Коты требуют завтрак. Федора находит орех. Но завтрак приготовить не смогла, одолела лень. Тараканы — главные хозяева в доме. Стадия 2. Зов к странствиям. Вся посуда не выдерживает грязи и скотского с собой обращения и уходит из дома от Федоры. За поля, за леса. Стадия 3. Отвержение зова. Федора уговаривает посуду не уходить, а лучше всего возвращаться обратно домой. Стадия 4. Встреча с наставником. Явного наставника нет, но и может стать самовар, именно он возглавляет мятеж и дальнейший исход из Федориного дома. Стадия 5. Преодоление первого порога. Может буквально выход из дома всей посуды, или выход через забор, или вход в лес, сложно, а может все вместе. Стадия 6. Испытания, союзники, враги. Путешествие посуды в самоизгнание. Скитаются по полям, по лесам. Федора следует за ними. Мало-помалу начинает осознавать свою ошибку. Встает на путь искупления. Стадия 7. Приближение к сокрытой пещере. Не определил. Возможно, объединена со стадией 6. Стадия 8. Главное испытание. Покаяние Федоры в лесу. Смиренно просит посуду вернуться обратно домой. Обещает заботиться о ней. Стадия 9. Награда. Посуда во главе с самоваром проводит референдум и единогласно решает простить Федору и вернуться домой. Стадия 10. Обратный путь. Возвращение Федоры домой, встреча с тараканами. Очередное покаяние Федоры. Возвращение всей посуды и принятие Федориного покаяния. Стадия 11. Возрождение. Федора, объединившись с посудой, котами и метлой, выгоняют из дома тараканов, делают ремонт, отмывают друг друга. Стадия 12. Возвращение с эликсиром. Видим чистыми Федору, ее котов, посуду и весь дом. Самовар, натертый до блеска, поет финальную хвалебную песнь Федоре. Все счастливы. Конец. Не совсем понятно, как долго Федора оставляла дом в чистоте. Пошел ли ей бунт посуды впрок? Не скатилась ли она обратно в грязь и лень? Не возвратилась ли к своим старым привычкам? Федора — жесткий кофеман. Кофейник, турка, кофемолка. Интересно, какой обжарки кофе она предпочитает? Сколько чашек в день выпивала на пике? Ее сонливость объясняется последствием злоупотребления кофе. Нарушение каких магических запретов вызвало к жизни бунт домашней утвари? От каких правил фэн-шуй Федора стала отклоняться? Знакома ли она с 10 правилами уборки Мари Кондо? Почему бы самой метле не прибраться в доме? Мы видели, что она прекрасно справляется и без человеческих рук. Это же, по сути, первый робот-пылесос, работающий на магии. Летающая кофемолка. Да, она действительно летает. Этакий дрон-разведчик при отряде. Интересно, летает она на магии или на технологиях? Зачем Федоре 3 утюга? Что такого она гладит в своей жизни? Маленькие рубашечки для котов, сверхбольшие простыни и пододеяльники для себя? Таракан разбивает чашку об стену, и это становится последней каплей терпения у домашней утвари. После этого начинается бунт и исход из дома. Но почему только после этой ужасной трагедии? Разве мало было того факта, что из чашек пила не Федора? Почему керосиновая лампа заглядывает в магазин с вывеской «Керосин»? Хочет подзарядиться, хочет вернуться домой к истокам, хочет вспомнить беззаботные деньки?
Из-за чего посуда вернулась домой? Из-за того, что устала маяться по лесам и полям, из-за того, что сама Федора раскаялась, из-за обоих факторов, из-за неизвестных данных,